мы идем по пустыне в поисках скоробеев. Вернее, скоробеев, занятых своим непосильным трудом. В принципе, их много летают над землей, и регулярно можно видеть крупные проносящиеся рядом тела. Но найти их сидящими не так-то просто. Есть два способа. Или отследить сначала стадо коров или лошадей, подойти на то место, где они паслись, и с радостью обнаружить заветную ароматную кучу. Либо же днем наблюдать за тем, куда летают и куда садятся скоробеи. Если несколько скоробеев садятся примерно в одно место, это может говорить о том, что там действительно находится что-то крайне примечательное. В этом месте располагалась аппетитная кучка свежих коровьих экскрементов. Несмотря на жару, она еще не успела подсохнуть, и там уже радостно копошилось значительное количество навозных жуков. В условиях пустыни фекалии животных служат важным питательным ресурсом, легким для усвоения многочисленными капрофагами. Это и крохотные жуки-афодии, не превышающие сантиметра, старательно прокладывающие себе тоннель. Это и жуки-сизифы с длинными тонкими лапами. Это рогатые копры, небольшие колоеды. На данном видео можно увидеть некоторое количество крупных жуков. По большей части это представители вида Scarabæus pius, близкого родственника легендарного священного скоробея. Это крупные насекомые, достигающие порой 3 см в длину. Тем не менее, они совершенно безопасны, безобидны и даже приносят пользу. Ни под какую кожу, как это показано в фильме «Мумия», жуки не забираются, ведь пищей для них служит навоз. При помощи мощных задних ног скоробей формируют шар, превышающий по размеру и массе их тела. Затем они откатывают его на безопасное расстояние, где закапывают для того, чтобы съесть или устроить гнездо. Вышедшая позднее личинка будет обеспечена всем необходимым для роста и развития и через 1,5-2 месяца превратится в жука. Их функция крайне важна. Без них бедные пустынные экосистемы едва ли смогут переработать все экскременты, поступающие в них. Помимо того, они удобряют почву, питая многочисленные растения и сами служат кормом для прочих обитателей засушливых земель. Чтобы пронаблюдать цикл жизни в навозной куче, достаточно выбраться на юг нашей страны, где навозные жуки встречаются в массе в пустынных экосистемах Прикаспия, или же взять в библиотеке книгу Жана Анри Фабра «Жизнь насекомых». Прямо по курсу летит жук-скоробей. Он ищет, что такое покушать. Но так как столовых рядом нет, найти это быстро не получается. Острый нюх помогает не только скоробею, но и мне. Дело в том, что ищем мы, по сути, одно и то же, только для разных целей. Стоит отметить, что помощь в поисках может оказать самостоятельное изготовление приманки. Летят. Под ней тут закопанные уже вон есть. Угу. Вот. На закате начинается лед мелких навозников, афодиев, которых можно наловить даже просто так. Лед афодиев длился недолго, буквально 15-20 минут на закате солнца. Сейчас, когда наступит тьма, появляется возможность ловить различные виды жуков и бабочек, используя яркий свет.
Белая тряпка используется как приманка для летящих вокруг насекомых. Например, мы можем видеть хрущей. Можно видеть, что они любят возвращаться к экрану, если их подбросить. Что едать? Что они едят? Колбасу они жрут. Ну да. Я тебе говорю, может просто от бешенства хочет. Вчера ночью в лагерь к нам приходила лисичка. И вот эта вот лисичка, которая была не вполне, на мой взгляд, здорова и адекватна, утащила вчера хлеб и пыталась его съесть, по всей видимости. Вот. Чтобы отводить ее от лагеря, мы кинули колбасу. Так вот, как раз колбасу она не тронула. А хлеб придется выкинуть. Она собирала жуков возле экрана, которые прилетели на него.